А я думал, куда мне надеть этот кафтан. Ну вот, пришло время. Видео-то сегодня о 18 веке, поэтому и надел одежду, которая имеет в своем крое элементы мужской одежды 18 века. Я историк моды Анатолий Вовки. Это видео 5 фактов о императрице Екатерине II. Прежде чем мы с вами отправимся в это невероятное путешествие по биографии Екатерины II, я хотел бы вам сказать, что прямо сейчас вы можете поставить лайк, можете подписаться на мой канал и поставить колокол для того, чтобы знать, какие видео выходят в ближайшее время. Как только я выпускаю видео, вам сразу же придет уведомление, и вы увидите, вы не пропустите очередное видео. Ну что, начнем. Екатерина II – пример женщины у власти, и причем эта женщина сделала много для страны, которая ей не была родной. Все-таки это была немецкая принцесса. В Российской империи были императоры, которые не всегда любили ту страну, в которой они правили. Но вот Екатерина II любила Россию, и всем своим профессиональным подходом к политике она это показывала. Императрица Екатерина II была не русской по своему рождению, но стала ей по жизни. Это человек, который настолько любил Россию, любил русский костюм, русский язык, и настолько был увлечен тем, чтобы сделать все возможное для того, чтобы люди жили лучше. Да, безусловно, она не всегда могла претворять в жизнь все то, что она хотела сделать для русского народа, в том числе и в отношении крепостного права, потому что не всегда она решала все, что хотела. Да, были некоторые вопросы, но при этом после нее осталось такое наследие, и об этом я сегодня вам расскажу. О некоторых преобразованиях Екатерины II. Факт номер 1. Распорядок дня императрицы. Начнем с того, как Екатерина II проводила свой день. Вставала она очень рано. Кто-то говорит, что она вставала в 6 утра. Единственное, что уже к преклонным годам она начала вставать поздно, в 7 утра. Она вставала раньше всех своих слуг, представляете? Что это значит? А это значит, что она сама одевалась и сама могла разжечь камин. Да, кто-то скажет, ну, это любая женщина сможет сделать в России. Да, но когда вы монарх, когда вы правитель, давайте все-таки вспомним, как жил французский король, когда даже общественный порядок Версаля был настолько устроен, что король принимал людей, даже находясь на кровати. Екатерина II просыпалась сама, одевалась сама, варила сама себе кофе. Завтракала Екатерина II весьма скромно. До 8 утра Екатерина отвечала на переписку. Она общалась с Вольтером, с Гримом, она общалась с различными философами и мыслителями того времени. И, безусловно, это возвеличивало ее в глазах не только тех людей, с которыми она общалась, но и которые не сразу признали в ней императрицу. Вступила на трон она нелегитимно в результате, сами понимаете, чего. С 9 часов она принимала министров. Министры приходили к ней, и вот Екатерина II принимала министров, советников, секретарей. Все это длилось ровно 3 часа. В 12 часов Екатерина II отправлялась на прическу. К ней приходил парикмахер, и Екатерина II была весьма проста в своем повседневном облике, поэтому не так много времени требовалось для того, чтобы привести в порядок волосы императрицы. В течение дня Екатерина II не надевала украшения и делала правильно, все-таки негласное правило. Да, если это не какой-то определенный момент, куда нужно надеть украшения, особенно если мы говорим о коронных украшениях. Екатерина II после прически отправлялась в церковь. В Зимнем дворце было 2 церкви, 2 домовые церкви. Екатерина II отправлялась молиться. Да, она приняла православие, и она прониклась душой России. И в какой-то, наверное, мере была на некоторых портретах даже олицетворением России, в кокошниках. Мы об этом еще с вами узнаем чуть подробнее. После этого она отправлялась обедать. Обедала и ужинала Екатерина II одновременно. И после этого она занималась рукоделием. У нее было время для того, чтобы заняться тем, что ей нравилось. Она вышивала. Ну а когда она стала приближаться к уже своим преклонным годам, Екатерина II могла даже вздремнуть. В 18:00 начинался вечер в Зимнем дворце, или в зависимости от того места, где находилась Екатерина II, это были театральные постановки, потом можно было общаться, ну и все это, в принципе, длилось до 22-23:00, пока императрица не отправлялась спать. Неплохой распорядок дня.
В 23 легла, в 6 встала. Факт номер 2. Императрица Екатерина II и карты. В карты в России играли. Нужно сказать, что в 1770-е годы в Москве и в Петербурге получили распространение клубы. Как их называли на французский манер? Клёбы. Что такое клёбы? Французы до сих пор так говорят клёбы. Эти клубы были предназначены для того, чтобы люди, приходя туда, смогли отдохнуть, поговорить. Но со временем там начали играть в карты. Были иностранцы или же русские, которые были шулерами. Они, значит, приходили в эти клубы и молодых дворян обыгрывали. И так за один вечер они могли оставить в картах все то, что нажили, приумножили, сохранили их родители. И при Екатерине II начинают проверять эти заведения. Иностранцев высылали, с русскими разбирались местные власти. Ну а те, которые нарушали и повторно играли в карты, Екатерина II просила их фамилии прислать ей, и она уже печатала их в газете. Во что тогда играли? Играли в разные игры. Ну, во-первых, играли в Бостон, играли в пикет, играли в Макао. Поговорим немного о Макао. Екатерина II сама играла в карты. Во время игры на столе были граненые алмазы, бриллиант. В 18 веке не было огранки бриллиант в том виде, в котором она существует сегодня, но для простоты объяснения будем говорить не граненые алмазы, а будем говорить бриллианты. Если императрица проигрывала, 9 очков были равны 1 карату. 1 карат в то время стоил 100 рублей. Ну, вы знаете, как говорили люди того времени, играть на бриллианты было гораздо дешевле, чем играть на деньги. И императрица играла, часто выигрывала, ей это нравилось. Но играла она в меру, потому что она понимала, что нельзя всю жизнь провести просто играя в карты. Конечно, можно всю жизнь проваляться на диване, можно всю жизнь смотреть телевизор. Люди, которые хотят оставить какой-то след после себя, этим не занимаются. А если занимаются, то в очень небольших промежутках своей жизни. Однажды Екатерина II сидела за столом с игроком по фамилии Чертков. И, в общем, значит, этот Чертков проигрывал императрице Екатерине II. И после очередного неудачного расклада карт швырнул карты на стол перед императрицей. Императрица не сказала ничего. Доиграла, поклонилась, попрощалась и ушла. Чертков переживал. Но нельзя было так делать во время игры с императрицей. И когда на следующий раз гофмаршал произносил имена всех тех, кто могли играть с императрицей, его имя было названо. Он все время игры переживал, и потом Екатерина подошла к нему, взяла за руку и сказала: «Неужто вы подумали, что я на вас обиделась? Ведь на друзей не обижаются». Она прекрасно понимала, что у каждого есть свои интересы. Однажды, проснувшись утром, она увидела такую картину. Значит, по Дворцовой площади бегала старушка за курицей. И она говорит: «Это что такое?» «Ну вот вы знаете, это бабушка-поваренка. И поваренок украл у вас курицу». И, значит, старушка не смогла ее удержать и побежала за этой курицей. Что вот она могла сделать? Отправила ее в ссылку, наказала. Она сказала: регулярно выдавайте этой старушке по курице. Но с одним условием, чтобы курица была мертвой. Екатерина II понимала, что у всех свои интересы, поэтому столько времени и правила. Факт номер 3. Императрица Екатерина II и женское образование. Она знала об идеях Монтэня, и когда стала императрицей, то совместно с Иваном Бетским подготовила проект женского института благородных девиц. Смольный. Именно так назывался этот институт благородных девиц. Что это такое? Вот смотрите. Девочку в 6 лет отправляли в институт благородных девиц. Родители подписывали, что в течение этого времени их дочери не отправлялись к родителям на выходные и на каникулы. Девочки жили 12 лет в институте благородных девиц. Институт благородных девиц изначально был привилегированным образовательным учреждением для дворянских детей, но с 1765 года туда начали принимать и детей мещан. Это в первую очередь позволило людям, у которых не было достаточного финансирования, получать образование. Дворяне предпочитали обучать своих детей дома, поэтому дворянское сословие постепенно замещалось с мещанским
сословием. Поэтому соотношение было не таким, как при открытии Института благородных девиц. Изначально было около 200 девиц, 4 класса по 3 года, итого 12 лет. Что изучали? Изучали всеобщую историю, историю искусств, они изучали математику и даже опытную физику. Затем они изучали уже после Екатерины иностранные языки, грамоту, кулинарное искусство. Если при императрице Екатерине II девочки могли гулять, то после императрицы Екатерины II все было ужесточено. Это значит, что девочки крайне редко выходили на прогулку в город, например, в Таврический сад, но сад при этом был без посетителей на тот момент. Поэтому, когда девицы выходили из Института благородных девиц, они проудивлялись пьяницам. Они думали, что это человек, которому плохо. И они думали, что если их приглашают на танец, то это значит уже приглашение выйти замуж. Ну, мы понимаем, да, что если их готовили к одной жизни, то вот к другой жизни они не всегда были готовы. Девочек не били в Смольном институте благородных девиц, зато их наказывали унижением. Например, если кто-то плохо заштопал какую-то вещь, ее могли прикрепить ей на одежду. И она вот так с этой вещью и ходила. Обзывали. Да, могли обзывать. Ну, не такими уже там матами. А я читал воспоминания бывшей ученицы Смольного, и она вот там описывала. Это был первый шаг к тому, чтобы женщины получали образование. Она сама была образованная женщина и хотела воспитать новых людей в России. Так оно и случилось. И потом эти девицы могли стать фрейлиной или могли выйти замуж, и они были готовы к жизни вот с точки зрения образования, но не всегда готовы с точки зрения бытовых условий. Факт номер 4. Императрица Екатерина II и пауэр-дрессинг. Императрица Екатерина II еще в 18 веке поняла, насколько важно правильно одеваться. Поэтому своей одеждой она показывала свое отношение. Одна из первых императриц, которая начала носить русский сарафан как придворное платье. Изначально она носила его сама, а затем она уже учредила специальный указ, согласно которому придворные дамы носили русское платье. Позже Николай I установит уже официальный протокол. Екатерина II носила русское платье по нескольким причинам. Когда она принимала политических деятелей, она показывала, что она русский монарх, что она императрица в России. И это было сразу видно. Поэтому мы часто в музеях можем увидеть императрицу Екатерину II с кокошниками или в русском платье. Екатерина II со временем немного расширялась, меняла свои формы, поэтому сарафан был способом скрыть лишнее. Возьмите на заметку. И помните о русской одежде. Не забывайте, пожалуйста, что у нас есть своя национальная одежда. Сарафан летом – альтернатива другим вещам из масс-маркета. В 1787 году императрица Екатерина II отправилась в Крым, где встретилась с императором Священной Римской империи Иосифом II. На встречу с Иосифом II, которого она все-таки намеревалась заполучить как союзника в борьбе с турками, Екатерина II выбрала правильную одежду. Вот тот самый пауэр-дрессинг, о котором я вам и говорю. Посмотрите внимательно на портрет, что вы видите у себя на экране. Екатерина II здесь одета в кафтан. Причем посмотрите внимательно. Кафтан имеет множество элементов. Например, бранденбуры. Я их называю бранденбуры, кто-то называет бранденбурги. Это пуговицы, застежки. Вы видите у нее? Верх рукавов похож на польский жупан. Екатерина II надевает меховую шапку. Эта меховая шапка, отделанная соболем, она была со шлыком. Такой головной убор был у казаков. Екатерина II показывала, что если на ней жупан, то она с легкостью может овладеть и Речью Посполитой. И при этом ей на помощь придут казаки. Наденьте правильную одежду, и люди сами поймут. Спасибо Екатерине II за то, что сама того не подозревая, она зародила основы пауэр-дрессинга. Факт номер 5. Потерянная коллекция императрицы Екатерины Великой. Что-нибудь слышали о ее коллекции необычных предметов, назовем их так? Не слышали? Я вам сейчас покажу. Если бы не Петах Водич, узнавший от своего отца при оккупации Ленинградской области, когда они были в Гатчине, они увидели необычный кабинет с коллекцией различных предметов. И эта коллекция была настолько необычной, что они даже ее сфотографировали. И вот, найдя
тех людей, которые были вместе с его отцом, он увидел эти фотографии. Смотрите на экран. Посмотрите на это кресло. Эротическая сцена вы видите на подлокотниках, на центральной части. Это не значит, что это какое-то извращение. Нет, поймите, 18 век. Я вам уже рассказывал об аксессуарах личной гигиены 18 века и показывал вам картины, которые многим сегодня покажутся неприличными. Для 18 века это было нормальным. Неудивительно, что у Екатерины II, возможно, была такая коллекция. В эту коллекцию входил и стул, который вы видите у себя на экране. И в этой коллекции был стол. Посмотрите внимательно на этот стол. Стол необычный. И у этого стола мы можем увидеть необычные ножки. Вот так они выглядели. Нужно понимать, что все это делалось вручную. И таких работ было немного. И, возможно, это вообще была работа в единственном экземпляре. Для коллекции это невероятная вещь. И люди, которые что-то коллекционируют, поймут Екатерину II. Когда Водич приехал в Гатчину, то ему сказали, что ой, у нас такой комнаты не было, и в Царском Селе ему сказали, что не было. До сих пор, кстати, спорят, где была эта комната. Зато в Гатчине ему показали щит с эротическими сценами и табакерки. Возможно, это было как раз-таки в той комнате. Кто-то говорит, что эта коллекция была для Платона Зубова. Кто-то говорит, что эта коллекция была у Орлова, потому что Гатчина все-таки была в собственности Орлова. По этим фотографиям сделали копию. Копия была, между прочим, продана на аукционе Сотбис. Напишите в комментариях, как вам эта коллекция. Возможно, кто-то впоследствии скажет, что это не принадлежало Екатерине, а может быть, скажут, что, допустим, эта коллекция была до 50-х годов, а потом ее просто уничтожили или спрятали для того, чтобы не показывать. Это было видео 5 фактов о императрице Екатерине Великой. В комментариях напишите, как вы относитесь к Екатерине Великой. Хотели бы вы жить во времена правления императрицы Екатерины Великой? Чем больше будет ваших комментариев, тем больше вероятности того, что это видео попадет в раздел, который смотрят все. И еще больше людей узнают о императрице Екатерине Великой. Никто не обязывает знать историю других стран, но свою нужно знать. Не забывайте подписываться на мой канал, рассказывайте об этом канале друзьям, потому что здесь говорят о культуре.